Ребята, привет! В прошлых двух видео мы с вами начали решать колористические задачи. Кто пропустил эти видео, рекомендую посмотреть. Сегодня мы разберем вторую задачу. Мы имеем базу после смывки 7 уровня. Желто-оранжевый фон осветления. Такой цвет в нумерации Schwarzkopf Professional можно назвать 757. И нужно сделать на том же уровне, на 7, просто нейтральный, натуральный, 7,0. Как будем решать? Первое, что нужно определить, на каком проценте окислителя мы будем работать. Так как я в своей работе использую красители Schwarzkopf Professional, я буду выбирать окислитель 6%, потому что он применяется при окрашивании тон в тон. И здесь сразу хочу обратить ваше внимание на возникающие сложности. 6% обеспечивает один уровень осветления для того, чтобы создать базу для тех пигментов, которые содержит краситель. Иначе краситель уйдет в затемнение. Но 6% дает больше пористости, чем окислитель 3%, которым я обычно пользуюсь при окрашивании после смывки. Но в данном случае у нас с вами база осветлена, но не на один уровень выше желаемого, как я обычно делаю. Когда пористость увеличена, то пигменты красителя смываются быстрее, так как волос более рыхлый. И снова в скором времени будет виден фон осветления. Но мы вынуждены взять 6%, потому что у нас с вами окрашивание тон в тон. Теперь выбираем краситель. Я не могу взять 7,0 как базу, как выбранный оттенок в чистом виде, потому что дефис 0, натуральные пигменты не в силах нейтрализовать этот фон осветления желто-оранжевый. Антижелтый – это фиолетовый. Антиоранжевый – это синий. Значит, мы должны добавить нейтрализующие пигменты или в виде микстона до 15% на объем красителя на 7 уровне, или в виде оттенка красителя на том же уровне, который содержит эти нейтрализующие пигменты. Учитывая концентрацию пигментов в основной палитре Igora Royal, я выбираю оттенок 7,21. 21 – это синий Сандре. Синие пигменты плюс фиолетовые. И все эти холодные пигменты уйдут на нейтрализацию фона осветления желто-оранжевого, и в результате мы получим цвет очень близкий к желаемому 7,0. Есть еще рецепт, которым мы можем воспользоваться. Вспомните, какой концентрат холодных пигментов перекрывает все теплые оттенки. Экстракт Е1, экстракт Сандре. Если его использовать в чистом виде, то он даст затемнение на 1 тон. Поэтому в нашем случае мы должны его использовать в смеси с основным красителем, который будет на 1 тон выше желаемого, или просто с прозрачным красителем. Например, 8,1 плюс Е1 2 к 1, или 9,5 1 и Е1 1 к 1. Меня больше всего смущает использование 6% окислителя в этих рецептурах. Я бы осветлила базу еще на 1-2 тона и далее уже работала бы на 3% окислителе. Я бы имела светлее базу и светлее фон осветления. Мне бы понадобилось меньше нейтрализующих пигментов в красящей смеси, и я бы использовала 3% окислитель, ниже процентный окислитель, для того, чтобы цвет стал более стойкий. Поэтому, когда вы делаете смывку, доделайте ее до конца. Додержите свои осветляющие составы до того, чтобы волосы стали на 1, а может быть и на 2 тона светлее, чем вы хотите. Особенно, если вы далее хотите красить в более холодные оттенки. Все задачи по колористике смотрите на сайте salonlondon.ru. А решать их легко и просто.